Всем привет, дорогие друзья, с вами Руизи. Сегодня мы будем продолжать играть в игру под названием The. У нас по новостям сегодня уже четверг, 19 сентября. Практикант из Марии найден мертвым у себя дома. 21-летний Алисон был жестоко убит, а в Фрибурге построен доступное жилье. И сейчас мы можем провести конечно, какой бы ни дело станете. Так, никто не отпрашивается, ты шо? Впервые такой. Так, ребят. Музычку какую-то. Все равно, в принципе. Парень забыл, поехали. Так. Это шоу, Мэри. Джек, нам стало известно, что твои сотрудники находили всякие дряни на камеру, очернили тебя и полицейский участок прибрал. Нам пришлось задавить на телестудию, закрыть шоу. Впредь держи своих болтливых обезьян везде. А конкретно от Коти и Янси избавься до завтра. Кстати, что-то я не помню, по-моему, избавиться надо было от кого-то. У нас детектив новый освободился. Давайте найдем его. Куда понять? Смена Б. Хорошо. Ну что мы пока не можем ничего запросить. Так. Даже наркотиков Бруно Салвини подрабатывает. Давайте отправим туда столовые вот этого мальчика из Константина. Делать ему надо проверить. Так, мафия, ваша доля. Отдать 50% по телефону, смените детектива. Только ваши детективы прозевали появление в Прибурге опасного убийцы, стало окончательно понятно, что они никуда не годятся. У вас есть 7 мнений, то, что полностью understand следователя. Набейте ребят по мне, а нынешних недоумков держите от берега. О боже, кто там не спамит. Полицейский участок как можно дальше. Хорошо. Так. У нас хлопцы на вызов поехали. Продажа наркотиков. А, чё? Это есть. Блин, бы там было. Так. Продажа наркотиков. Пожилой мужчина, пожалуйста, что в подъезде его дома появится подозрительный парень. Он точно здесь не живет, я всех соседей лицо знаю. Думаю, он продает наркотики. Я думаю, что детский нервный. Скорее всего, это ложная тревога. Поэтому и послал. Слабеньких относительно. Так, мы получили анонимный звонок. Связь оборвалась, кажется, кто-то нашел труп рядом с лесом. Ну, окей. Это жестко. Так, отчет по продаже наркотиков. Парень не оказался тот, кто присуждал девушку, которая инициала ему на звонки после ссоры. А тут у нас... окей, поймали преступника. Дело завершено. Хорошо. Хорошо. Исследование ловушка отчет. Подождите, а шо я? Детектив. Хорошо. Я не знал, что детектив. 855. Живот от Disney. Я могу его, интересно, переместить себе на Б. И он потом... Ладно. Скорее всего. Жалко такого сотрудника терять, конечно. Так. Нападение с применением огнестрельного оружия. Мужчина напал на продавщицу цветочного молотка, когда она отказалась дать ему букет роз в долг. Очевидцы сообщают, что мужчина ударил продавщицу рукояткой пистолета, обмотал ей горло упаковочной лентой и стал дышать приговаривать. Же по-человечески попросил. Да, уж бесчеловечно, не люди живут, ему вот в долг. Так, нападение
Применяю стрелки. У нас нормально. Окейшки. Что нас ждет далее? Так. Ух ты, захват заложник. Вооруженный человек, обмотанный предположительно взрывчаткой, стал рядом с аттракционом и требует немедленно демонтировать эту опасную дрянь. На чертовом колесе стояли посетители Зефи, и действительно не дают ему идти. Побольше, ребят. Очень скоро кончится. Похищение. Опа, опять. Что жестко. Тут у нас всех поймали. Хорошо, давайте возвращаемся быстрее. Прочитаем пока. Филиппе Санто сообщил, что его бывший партнер по бизнесу вместе с тремя вооруженными сообщниками ворвались к нему в дом и стал требовать деньги. Мужчина не смог заплатить, так как всю наличку держит в банке, и тогда напавшие схватили его жену и грудного ребенка. Они увезли их в заброшенный дом на окраине пригорода и велели через 3 часа явиться туда с деньгами. Его зовут Рафаэль Сау. За 3 года назад мы вместе создали компанию компьютер. Дела первый год шли паршиво. Он шантажем вынудил меня выкупить его долю за громадную по тем временам сумму. Сейчас он, видимо, узнает, что дела пошли в гору и хочет вытянуть из меня как можно больше налички. Окей. Давайте еще возвращаться. Дело серьезненькое. Расследование. Что у нас тут расследование? Серьезно. А тут я банды, архивы, что-то. Основато дело. Туда мы пошлем Хантера. Так, убийство в мотеле. Менеджер мотеля увидел, как в одном номере какие-то люди защищали недвижное тело, и сейчас ротом наводит по комнате, явно что-то разыскивает. Здесь больше заказов не больше заказов. Преступлений не будет. Нажать чат. У нас один новый кадр. А это что у нас? Детектив Хантер. Все, я вспомнил. Хорошо, сейчас. Банду Сэндов, значит. Типа он стреляет. Он там с каким-то мужиком заходил, типа он мог сам. Уже не нужны еще кадры. Где номер ведется этот фонарик, слышно голоса преступников, полиция, выходите, достать оружие, выйти в номер, достать оружие, выйти в номер. С угля стреляют, в одной руках нож, а остальные только фонарик. Потом здесь же труп, мужчины сложили ранения. Вызвать человека с ножом, вооруженный, вызвать вооруженного преступника. Окей. Хорошо. Президент заброшенного дома стоит мужчина с пистолетом в руке и курит. Обойти дом. В доме громко ревет музыка, трое вооруженных мужчин сидят за столом и играют в карты. А в углу сидит испуганная женщина с ребенком. Выйдет, чтобы за розетки, и призвать мужчина бросить под оружие, броситься на помощь, броситься на мужчин. Давайте вот так поболтаем. Выдадим шнур и поехали, там нахер разборочки. Дети как-то быстрее, чем наши. Наверное, много, это тоже каким-то образом зависит. Окей, завершим день. Объявить мертвым. Так, окей. Boyd here, and I hope you have a hell of a good reason for calling me in the middle of the night. I'm sorry, Mr. Boyd. I'll call you back later. No, wait. You're the girl from the prosecutor's office. Lana, right? Yes, exactly.
Oh, I'm so embarrassed, Mr. Boyd. The first thing Mrs. Broom told me about you is that you almost never sleep. I don't sleep too much either, so I thought I'd call you and apologize for last time. But it wasn't the last time, was it? Well, I've been going over our conversation in my mind, and I realized how stupid I sounded. You're the chief of police, and there's a strange girl calling you, saying she'll be the next city prosecutor, just to share the news, I guess. I must have sounded crazy. Not so crazy as you imagine, Lana. When I learned I was going to be police chief, my parents were already dead, and my only friend was working 1,000 miles away from Freeburg. Wife and kids were relaxing on a distant island in the middle of the ocean. It took me 6 hours to get a hold of them. But I had to share the news with someone, or I would have gone mad. All the more because I was surrounded by half a dozen cops who figured they were ahead of me for the job. I figured you were feeling about the same. It's like you're reading my mind. Now I'm like an outcast here. Most of them still think that Mrs. Broom was joking or trying to show her deputies that she's in charge of appointing her successor. But I know it's no joke. For some reason, I didn't doubt it, Lana. That's probably why I'm calling you. I know it's selfish. I'm sure your wife isn't too keen on girls calling you at night. My wife and I, well, we're not living together. Maybe I'm the loneliest man in town, and that's why you called, to talk to someone even lonelier than you, huh? Lana? You know, Mr. Boyd, maybe I'm an idiot, but until this moment, I didn't realize how lonely I am. Well, you're in luck, because now you can call me anytime. But if you do, you'll have to call me Jack. Jack? It'll take more than one phone call to get used to that. Well, we're not in a hurry, are we? True. Окей. Кажется, шеф заходился на несколько дней. Девочку помоложе. Так. 44% граждан стали гомосексуально заразной. Распродажа в бутике закончилась давкой. Подлинная униформа немецкого генерала Карла Вульфа надела на распространение. Осень не придет на работу сегодня. Хоть и не пришел на работу сегодня, либо почему. Мне главное еще и не нейтрализовать надо пацанов. Идем. Янси. Бруно Савини оказался членом банды под названием Похоронного бюро Оттава. Он может помочь вам той же банды, если сделать его своим информатором. Давайте. Шеф, подозреваем, все отрицает. Если мы хотим выйти на имя босса, то придется себе разговаривать язык. Окей, продолжить. Допросить, арестовать, премию. Допросить. Так, ну потом то личное дело подозреваемого, то информация о нем, о которой нам удалось проверить. Оно должно помочь тебе выявить слабые точки у преступника и использовать их против него во время допроса. Так, окей. Задавай вопросы, будь внимательным. Если ты несколько раз промажешь, что подозреваемый откажется продолжать, то нам придется либо сдаться, либо прибегнуть к крайним методам, которых лучше бы было избежать. Хорошо. Так. Здесь сейчас сами ко мне интересно, больше начал сейчас про себя. Так. Это электроприборы, то мы можем предлагать электроприборы. Так. После контакт, хорошо, то есть может что-то знать. Бруно Савини. Когда работаешь, ты кишляешь волцам, как особенно за ним ухаживаешь.
доставлять наркотики, я сам себе босс. Хорошо. Облегчи себе жизнь, пойди на встречу твоего такого. Слушай, весь молодец, хорошо. Так сдается за Дагомила, ради своих подчиненных и твой босс. Я впервые слышу это имя. Хорошо. Ты лжешь. Там что-то было про несколько... взнос было. Залог забирался в рынку, под краску остались записи. Ладно, я тебе расскажу. То есть мы его... Ладно, хорошо. Что нам... Что похоронное бюро, интересно. Что у нас еще есть? Сэнди, значит, есть. И... Что тут сегодня? Серийное убийство, запутка мэрия. Надеюсь, что вы не разочарованы. Разочарован просто пиздец. Так, новый детектив нам, собственно, нужен. Куда его? На смену смену Хорошо. Серийное убийство, пригород. Вам нужно отправить двух детективов. Спецназ, хорошо. Жестоко убитых в своем доме. Здесь из наших залез на крышу и несет что-то про самоубийство. Пришли кого-нибудь, чтобы успокоить его и разобраться с этим. Сам еще не знает, что я под него копаю. Конечно, может обернуться не очень хороший. Так, да, кстати, в 10 часов. Вот, преступление ловушка. Давайте одного я тебе отправлю. Блин, жалко, блин. Джек, я рад, что ты продолжал ожидание перед взрослой игры. Пока федерал гоняется за собственным хвостом, ты идешь по схеме монеток, которые я бросаю на дороге, и на них еще остается тепло моих пальцев. Прости за убитого детектива, но мне не терпелось опробовать свою новую ловушку, но больше не повторится. Новая подсказка от дантиста, хорошо. И... Блять... Что это значит? Корону, что золото высыпает. Ну, даже решил дать, может есть какая-то соль картиночки. Или типа баран разлет. Что у нас есть по этим? Получается кулаком. Ну, кулаком вряд ли, там, наверное, следы простанется. Я даже не знаю, что там осталось. Типа стоят бараны. И кто это был? Коровы. Ну, не суть. А он типа их клеветой. Может, типа поддельный коп и... Хера себе место. Ну, конечно. Компания подростков чистила кассу видеопроката, когда продавец Бруно Бойс отличился в подсобку с сотрудником магазина, узнал одного из грабителей, разослал продай в зале аркадных автоматов. Не знаю, куда отправлять. Банк, может, автосалон, в чем вообще логика? Здесь дантист мог выбирать улики, связанные с убийством помощников. Но если дубин, то все это может быть связано. Магазин, танцевальная сумма, дом, может, ветеранами каким-то образом хотя бы. Автосалон. Наверное, банк. Банк более-менее такое заведение, которое относится... Ой, бля... чё, это нормально. Подросток, который подходил под описание на преступника, в одиночестве играет за одним из аркадных автоматов. Так. Уточните у администратора. Хорошо. Вооруженное ограбление. Ух ты ж, вооруженное ограбление. Просто априори спецназа посылать. Дело такое.
Драка, ебать. 15 человек ворвались в кафе, разбили битыми мебель, ранили директора заведения, избили молодого мужчину, на месте был человек с оружием, который сделал плюс выстрелил, но это не основной преступник. Сейчас напавшие продолжают крушить все вокруг. Сегодня убийство отчета. Полицейская башня. Тихая сигнализация, положительно, ну да, лучше в банке, чем на драку. Потому что мне просто эти трубы как не хватает абсолютно. Пришли в лес. Может кого-то перевести? Хотя, в принципе, хватает, но какого-нибудь такого хантера, да, инвестиции на выбор. Будет сегодня, сегодня будет что-то работать. Тут сюда не успею, ясно. Вот интересно, что там. Это читал. Что будет? Ну, швейк. Это пиво. Еще и гражданский валют, господи. От него режет зарплату и что-то подобное. Прибавка к зарплате. За 25 прибавка, господи, там добавить 50 копеек. Которые потом не снимут в 2 раза больше. Так, ограбление, чё? Все поймано. Нормально. Шо? Так, музыки, да. Словили сигнал, похоже на переговоры террористической ячейки, которые готовят теракт по прибыли. По радио удалось услышать лишь обрывки диалога. Судя по всему, зеленый змей из Питера собирается воспользоваться каким-то волнующим пророком, чтобы устроить гигантский проблем. Эта машина полная. Бля, спецназа у меня нет. Что делать? Я пошлю, конечно, но кажется, это не очень хорошо закончится. Так, хорошо. Отчет. Приготовили раз, но посылал ручная радио. Господи. Ручная радио. Покажи наркотиков. Хорошо. Сейчас что-то пожестче. Давайте это быстрее. Владелец маленького продуктового сообщил, что на улице регулярно стоят подростки, которые продают наркотики всем желающим. Я уже устал вам звонить, все без толка. Зажал, сказал мужчина и положил трубку. Пошел, наверное, покупать наркоту. Так, ишки. Чё уже, блин. Интересно, что тут на речке стоит островочек. Там и не моста, ничего. Как Алькатрас, наверное. Так, хорошо. Даже наркотиков отчет. О, кокаинчик. Лучше участок это. Может понадобится, может понадобится. Так, забежать бумаги. Так, ладно, лошади. Boyd. Well, finally, Jack. I've been dying to reach you these past 2 weeks, but I thought I should give you some time to recover your strength. How are you feeling? Better than ever, Mr. Sand. Touched by your concern. Well, I hope this doesn't sound too sentimental, Jack. But while you were laying in a coma, I thought about our last meeting many times. It was such a fascinating conversation. You said it yourself. You're a true hunter. No, Mr. Sand, it was you who said that. Was it? Well, it doesn't matter. What is important, Kendrick told me a lot about you, Jack. But I suddenly realized that he didn't give me the whole story. Why is it you only want half? What are you talking about? Why is it you only want to make half? Not a whole million, just half. Not 100,000, but 5. It's a very specific figure. How did you arrive at that number? Well, I was looking at a house a couple hours outside of Freeburg, down the river.
I figured to buy it, move the family, and set everything up, I'd need right around 500,000. It's not my style to take more than I need. Ah. I must admit, Jack, I imagined all sorts of reasons, but none of them were close to the truth. Are you disappointed, Mr. Sand? No, not with you, Jack. Quite the contrary. I respect you even more. Well, I'm glad to hear that, Mr. Sand. And now if you'll excuse me, I have to go home and get some sleep. Of course, Jack. I just... Окей, ребят, на этом где мы, скорее всего, закончим. Всем спасибо за просмотр, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте. И еще все это мотивирует нас на создание новых роликов. Всем большое еще раз спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.